феврале 1931 года партия обратилась к участникам Первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности, ко всем трудящимся со словами: мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Наш народ превратил страну в гигантскую стройку. Вступали в строй новые заводы, шахты, рудники, электростанции. Завершалась коллективизация сельского хозяйства. Трудовой энтузиазм вылился в массовое движение ударников первой пятилетки. Однако за рубежом вынашивались планы антисоветской интервенции. Раздавались призывы к крестовому походу против СССР. Поднимал голову фашизм. В антисоветской борьбе важная роль отводилась басмачам. Им помогали деньгами, оружием, боеприпасами империалистические державы и прежде всего Англия. В специальном постановлении Среднеазиатского бюро ЦК ВКПБ указывалось, что в случае удачи басмаческого движения отторжение Средней Азии от Советского Союза становится достаточно реальным. Разрешите? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Гамаюн. Если помните... Помню, Иван Трофимович. С приездом. Спасибо. Артузов. Гамаюн. Где вы устроились? Да я прям с вокзала. Товарищ Гамаюн, мы только что с заседания Среднеазиатского бюро ЦК. Прошу вас. Обстановка складывается так, что вам нужно немедленно выехать в Туркестан. Вы назначаетесь начальником пограничного отряда. Принято постановление об усилении борьбы с басмачеством. Как пограничник вы понимаете, что роль границы в этом деле решающая. У вас огромный опыт оперативной работы. Поэтому я предлагаю принять на себя координацию действий отряда и территориальных органов ГПУ. Главная задача политическая. Нужно показать населению Туркестана, что мы никому не мстим. Что советская власть способна разобраться в причинах, которые толкнули часть трудового населения в ряды басмачей. И значит, способна объяснить заблуждающимся людям их ошибки, вернуть их к нормальной человеческой жизни. Оказавшиеся в бандах дехкани колеблются. Надо помочь им сделать правильный выбор. Оперативная обстановка следующая. Наиболее активное формирование басмачей – банда Муминбека. По нашим сведениям, свыше 500 сабель. Бек связан с Лондоном. При нем есть представитель разведки майор Хамбер. Хамбер. Он, вероятно, располагает на нашей территории агентурой? Не исключено. Но, естественно, это не в поле зрения Бека. К тому же в банде действуют и белогвардейцы, представители Российского общевоинского союза, который обосновался в Париже. В ближайшее время состоится международная конференция, на которой выступит нарком иностранных дел. Директива ЦК однозначна. Международная общественность должна узнать, что последняя крупная банда басмачей рассеяна. Понятно. Когда вы сможете выехать? Ну, мне надо часа 2 на устройство личных дел. И билет. Кто ваша супруга? Врач. Очень хорошо. Там, куда вы едете, это крайне важно. Всего доброго. До свидания. Приехали, товарищ командир. Райком партии здесь, а секретарь, товарищ Гуламов, вон он. И комиссар отряда, товарищ Матвеев. Вы краснопалочники! Вы боевые товарищи красноармейцев и пограничников! Вы взяли в руки оружие, чтобы окончательно разгромить басмачей и их приспешников,
русских белогвардейцев и английских капиталистов. В ваших рядах, товарищи, я с радостью вижу представителей разных национальностей. А это значит, что весь советский Туркестан, как один человек, поднялся на борьбу с контрреволюционной нечистью. Хайр Дустони Азиз, Башу Маму Вафакият Мехахам. До свидания, дорогие друзья. Желаю вам успеха. Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста. Благодарю. У нас нет более важной задачи, чем ликвидация басмачества. Советская власть в наших местах уже 14 лет, но басмачи все еще издеваются над народом. И нас закономерно спрашивают, не хватит ли? Что означает слово басмач, знаете? Бандит? Басмач означает давить, притеснять. В открытом бою мы их бьем, не бьем жестоко. Но кроме английских винтовок у них есть не менее опасное оружие. Демагогия. Рядовые басмачи сплошь неграмотнее и никаких доводов не признают, если они не опираются на Коран. Вожаки пользуются этим. И каждый шаг пытаются оправдать ссылками на пророка. Учтем. Коран написан по-арабски, а вы языка не знаете. В этом трудности. Есть перевод и на русский язык. У вас какие планы, Галина Петровна? Хотелось бы работать. Ахмад, это очень хорошо. У нас каждый врач на вес золота. На руках носить будем. Пожалуйста. Спасибо. Знаем мы вас, мужчин. Но ловлю на слове. Если медицине понадобится помощь, Пожалуйста. то приду к вам. Хоп. Товарищ начальник погранотряда, на заставах спокойно. Вольно. Вольно! Взвод! Вперед! Прямо! Взвод! Ну, а здесь ваша квартира. 2 комнаты. Прошу ознакомиться. Пожалуйста. Прошу. О, Это вам Любашкин постелил. Ему мать из Перми прислала, он узнал, что начальник прибывает с супругой, ну и вот, приволок. спасибо. Ничего, мягкие. Ну что ж. Хорошее жилье. Красиво. Да, красиво. Там басмачи.
توبه کنید داخل بندگان خدا این الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. Кайтесь и молитесь, правоверные. Аллах все видит. Вы убиваете неверных. Зачем? Они против Аллаха. Они признались в этом? Перед смертью они отрицают это. Всегда отрицают. Шариат требует доказательства вины. Вы все должны помнить об этом. Это приказ Бека. Это Бек велел нам. Слушайте, я вам открываю душу. Пророк слушал голос Аллаха, милостивого, милосердного. Подумайте над моими словами. А ты можешь начинать с ними разговор, они готовы к нему. داخل بندگان خدا این الله یعلم ما تسرون و ما تعلنون. پروردگار ظاهر و باطنی هر یک بنده‌اش را می‌داند. شما نباید فراموش کنید. ما همه بندگان او هستیم. Ну, что ты решил, Курбан? Ты дал слишком мало времени, Лукин. Я не знаю, как быть. Я не разобрался в событиях. Милый мой, в них не могут разобраться Ллойд Джордж и Литвинов. Куда уж нам с тобой? Ты верь мне на слово. Белые кончились, кончатся и басмачи. Ты что хочешь, чтобы большевики взяли тебя в плен и шлепнули? Нет. Тогда слушай меня. Ты предупреди зеленые фуражки. Но я хочу, чтобы они сначала дали мне гарантию. Что такое гарантии? Это значит, так вот подтвердить будущий поступок, чтобы я поверил. Встретишься с Варварой Николаевной, все ей объяснишь. Если возникнет опасность, ты помоги ей, спаси ее. А? Слушай, я тебе доверяю. Ты понимаешь? А мне какая гарантия? У меня есть 500 фунтов стерлингов, видишь, и 2 фамильных кольца. Выбирай. Половина твоя. Лукин. Ну? Ты доверяешь мне. Я поступлю как твой брат.
Товарищ начальник отряда, начальник заставы Решетов. Гамаюн, будем знакомы. Застава! Ой! 100 метров граница. Вон за той горой база басмачей. За последний год было 3 прорыва до 200 сабель. Ну, жгут, режут, убивают. Какую работу с местным населением проводите? Агитируем, разъясняем политику советской власти, книжки вслух читаем. Овода. Овода? Овода. Хорошо. Помогает? Еще бы. В кишлаке Гулихисор сразу 30 человек вступили в отряд краснопалочников. Товарищ начальник отряда, разрешите обратиться к начальнику заставы? Обращайтесь. Товарищ начальник заставы, гонец от Касымова. С того самого кишлака. Пойдемте. Что у тебя? Товарищ начальник, ты учил пленных не трогать, не убивать. Касымов 6 взял сегодня и в ад повел. Как убивать? Ты что несешь? Да ты... Боюсь, что он правду говорит. Хороший боевой краснопалочник. А ненавидит он их Лютей Лютого. Кишлак. Dikkat! Nişan gerek! Касымов! Отставить! Товарищ начальник, сегодня на нас напали басмачи из отряда Муминбека. Мы их разбили. 6 взяли в плен. 2 допросили и убили. 1 допрашиваем. 3 ждут. Да я тебя по трибуналу дам, понял? За что? Я что, друзей встретил? Лепешкой не поделился? Воды не дал? Смотри, это же басмачи! Зачем мы это сделали? Товарищ начальник, оставь мы их в живых, они убежали бы все равно, у нас нет зиндона. И кишлак бы вырезали до последнего ребенка. А так мы их расстреляем. Наши люди обмоют их тело, оплачут и похоронят, как джигитов. И пусть сам Бек попробует придираться к нашему кишлаку. Дыхкане! Мы пограничники и Красная Армия. Краснопалочники и весь трудовой народ. Насмерть бьемся с бандами басмачей. Они убийцы и насильники. Они несут смерть и рабство. Но это они. Как же вы, краснопалочники, можете действовать их методами? Вы убили пленных. Пленных. Без суда. Без закона. Разве вы преступники? Подумайте над моими словами. Мы советские люди. И мы не можем походить на наших врагов. Ни в чем. Меня интересует, работают ли наши люди в банде? Есть. Хороший товарищ. Сообщает, что в банде много колеблющихся. Но за всеми нукерами следят. В каждой сотне глаза и уши. И работает и контролирует сам англичанин. Хамбер? Хамбер. Ваше мнение. Хамбер располагает секретной агентурой на нашей стороне? Возможно. Банда дважды прорывалась через границу на самом уязвимом участке. Ждем в одном месте, прорыв в другом. Ищем. Сейчас изучили круг лиц, которые могли располагать информацией. Потом границы закрыты чисто формально. Каждый, кто родился и вырос в этих местах, всегда найдет дорогу туда и обратно. Значит, вы считаете, что место для прорыва мог указать на агента любой случайный человек? Конечно. Возьмут пастуха за горло, пригрозят, и все. Понятно. Наметим такой план действия. Первое. Необходимо укрепить отряды краснопалочников. Послать туда самых стойких, сознательных,
Усильте разъяснительную работу с людьми. Особо отличившихся представлять боевым наградам. И об этом широко повещать население. Народ должен знать, кто проливает кровь за его свободу. Второе. Вашему работнику на той стороне дайте задание. Подыскать авторитетного человека в окружении Бека. Такого, которому верили нукеры. Очень хорошо, если он будет связан с нашей стороной. Родственники. Невеста. Понимаете. И самое главное, чтобы он сам понимал бессмысленность, бесперспективность дальнейшего кровопролития. Кто у них представитель РОВСа? Пока не знаю. Там несколько белогвардейцев. Это тоже поручите вашему человеку. Установить фамилию. Запросите Москву. Идет 31-й год, эмиграция теперь другая. Не та, что в 20-м. Многие думают совсем иначе. Ну что, пожалуй, все. Вопросы, предложения. Знаете, тут такое дело. Здесь проживает гражданка Филимонова. Ее отец был представителем компании «Зингер». Распространял швейные машины. В 26-м его расстреляли за контрабанду и спекуляцию. Так вот, у Филимоновой был муж. А кто он? Офицер по фамилии Лукин. Ушел на фронт в 1914 году, на другой день после свадьбы. Ну и что? Нам стало известно, что в банде Муминбека появился некто Лукин. Да. Не тот ли? Во имя Аллаха милостивого и милосердного, хвала Аллаху, господину миров, царю в день суда, тебе мы поклоняемся и просим помочь. Веди нас дорогой прямой, дорогой тех, которых ты облагодетельствовал, но не заблудших и не находящихся под гневом. Красивые чеканные строки, как считаешь, Ваня? Да-да. Веди нас дорогой прямой. Из революционной песни. Это оружие. В руках фанатиков сильнее винтовки. Гамаюн. Да? Да, сейчас буду. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Чем могу помочь? Жена умерла. Вот. Синий халат одел. Горе. Примите наше сочувствие. Присаживайтесь. Рахмат. Хоронить надо. Разрешение надо. Кладбище у самой границы. Мы отвели им другой участок. Не хотят каждый раз вот такой. Мы у Шумалу просили, и Казия. Все без толку. Ладно, хороните. Когда? Рано утром. Мне можно говорить с большой начальником? Да, конечно. Говорите при нем. С тобой хочет встретиться человек с той стороны. Он придет один, без обмана. Если ты поверишь ему и пойдешь навстречу, узнаешь много важного. Если придешь не один, встречи не будет. Когда он придет? Он уже пришел. Он ждет тебя на улице. Выходи и иди. Он сам к тебе подойдет. Мне можно идти? Да, можете. Спасибо.
Тихо, начальник. Не шуми. Я тебе не сделаю вреда. Кто такой? Ты начальник погранотряда. Да, я. Что надо? Торопишься, начальник. А ты не торопись. Ты положи ковер нетерпения в сундук ожидания. Меня один умный человек научил. Нужно спрашивать. Это гарантии. Я должен знать, что ты не замышляешь ничего плохого. Даю слово. Я большевик. Тебе этого мало. Вот мои гарантии. Ну, теперь ты вооружен, я нет. Говори. У нас есть русский офицер. Зовут его Лукин. Он велел передать. Будет налет на вашу территорию. Где, когда, какими силами? Никто не знает. Приказ будет в последний момент. Чего ради Лукин решил нам оказать такую услугу? Устал. Надоело все это. Хочет спокойнее жить с женой. Кто она? Варвара Филимонова. Еще просили сказать. Не надо брать заложников в семьях басмачей. Это одолеть мир. Это плохо. Вы убиваете всех подряд. Мы басмачи. А вы большевики. Лукин сказал так. Если ты убедишься, что с начальником можно договориться, скажи ему самое главное. У вас есть человек с нашей стороны. Кто он? Он работает не на Муминбека, а на Хамбера. Это все. Прощай. А вот с оружием мог бы не рисковать. Ты ему веришь? Гамаюн, усилить охрану на направлениях. Актепе, Лангар, Бассага. Трудно привыкается. Пей чаю больше, горячего. Хочется верить Сулейманов. Если все подтвердится, то мы можем сыграть по-крупному. С Беком и Хамбером. Жди, аккуратно. Любашкин, Никитин! Я! Возле границы проявлять особую бдительность. Один вожжи держит, а другой винтовку наготове. И чтоб без особой нужды огонь не открывать, ясно? Есть? Ясно, товарищ командир. Ну, добро. Здравствуйте, Галина Петровна. Товарищ Любашкин, здравствуйте. Ну как, сгодились половички? Очень спасибо большое. Мама из Перми прислала. Маме спасибо большое передайте. Ну а вечером к нам на чай? Знаете, когда вернемся? Мы сейчас на 4-ю заставу.
Подарки пограничникам везем от трудящихся нашей республики. Тогда счастливо. Ну а вечером все равно ждем на чай. Хорошо. Ну что, поехали. Нам бы засветло вернуться. Ну, кажись, миновали. Давай закурим. Давай. Да, Сашок Шоев. Развяжите его. Наздыктар Бьори. Подведите ближе. Пограничник, мне не нужно, чтобы ты рассказал секреты твоих начальников. Хвала Аллаху, я их знаю и так. Мне нужно другое. Здесь присутствует господин из цивилизованной страны. Ты поедешь с ним в эту страну и честно расскажешь, почему ты выбрал свободу и бежал от своих кровожадных комиссаров. И твое... это... интервью напечатают крупными красивыми буквами во всех цивилизованных странах. У тебя будет много денег, женщин и лошадей. Согласен? Времени на раздумье у тебя нет.
Я не обманываю. Посмотри. Они сыты. С деньгами и славой. Это счастливые русские люди. Это не люди. Это белогвардейцы. Они Россию жгли и мучили, а теперь тебе служат. Какие же это русские? Кто здесь? Ты Варвара Филимонова. Я? А что вам нужно? Пусти в дом. Ну а кто вы и зачем? Я от Лукина. Пусти. Господи. Входите. Я сейчас открою. Пожалуйста. Одна? Одна. Меня прислал Лукин. Кофир мурт. Кафир умер. Кофир? Кафир ничего не сказал. Он не предал других кафиров. Он был мужественным и стойким. Пусть каждый воин ислама задумается, сможет ли он быть таким же преданным пророку и святому делу джихад священной войны.
Не пусто ли в ваших душах? И не звенят ли в ваших сердцах только деньги? Аллах покарает вас. Аллах покарает вас, если святую войну с кафирами вы ведете только ради грабежа и убийства. Аллаху видны ваши мысли. Аллаху Акбар. Знакомая? Она сама так сказала? Ага. Ее зовут Варвара Филимонова. Говорят, ее мужа расстреляли. А ваш муж большой начальник. Может быть, неудобно, а? Здравствуйте. У вас ко мне дело какое? Важное. Идемте. Вы знаете, я не могу, у меня сейчас операция. Через 2 часа. Нет, я вас очень прошу. Все дело 2 минуты только. Пойдемте. Ты жена большого начальника. Да, я. А что вы хотите? А где сейчас твой муж? На службе. Мне нужно с ним встретиться. Зачем? Я Юзбаши Курбан. Да ты верь мне. Вот наган твоего мужа. Он мне его сам отдал. Залог. Я хочу сдаться советской власти. И людей своих сдам. Передай. В полдень жду его у старой мечети. Почему вы сами не пришли к Гамаюну? Не понимаешь. Я не хочу ошибиться и умереть. Я не хочу, чтобы меня обманули. Пусть идет один, как и в прошлый раз. Хорошо. Да не верю я ему. Не будет он сдаваться. Эта встреча у Мазара. Нет, тут что-то не так, товарищ Гамаюн. Это твое мнение, Сулейманов. Добровольное разоружение банда имеет колоссальное политическое значение. Вы забыли, в огромном нашем союзе всюду колхозы, а у нас едва 2%, на полях никого. Хлопка собрали в 10 раз меньше, чем в 21 году. Уже не говоря в 13-м. 2 завода стоят. Плодим бездельников, роняем авторитет советской власти. Болтовной занимаемся.
Начальник. Я решился. Здесь моя земля. Вода. Дом. Нет больше сил. Мира хочу. Нам отцы завещали работать на земле, а не рискать с винтовкой. Я вижу, ты честный человек. Завтра в полдень буду ждать тебя с твоими нукерами у мазара Хаджи Юсуфа. Пограничники вас пропустят. Лошадей ведите в поводу. Хоп. До завтра. Угу. Граждане, дихкане, ремесленники, служащие, рабочие и все жители, которые сейчас слышат меня. Выходите из своих домов и идите к мазару Хаджи Юсуфа. Идите к мазару. Вы увидите, как сдаются советской власти последние басмачи. Спешите, люди. Товарищ начальник отряда, в нашем тылу, говорят жители, до 70 всадников. Где прошли, куда идут? Видимо, просочились группами. Потом объединились, идут на Басага. В отряд. Есть. Гамаюн, третью заставу. Резерв выслан. Конный полувзвод. Устройте засаду. Докладываю.
На путях возможного отхода банды подвигают 3 усиленных пулеметами дозора. Разрешите? Да. Да, подкрепление вызвал. Ясно. Ясно. До свидания. Товарищ начальник отряда, вашей супруги дома нет. Вот записка. Свободно. Есть. Ваня, милый, выехала в Бассагу. Буду вечером твоя любящая жена. В больницу. Галина Петровна выехала в Бассагу. Чума? Под вопросом? Пойдешь в лоб, я обойду с тыла. Давай, вперед! Что это? Откуда взялась эта ведьма? Что случилось? Это чума, черная смерть. Пропадем. Поворачивай назад. Назад. Проклятый Курбан. Он обманул нас.
Расступитесь. Пропустите их. Довоевались. Брата моего убили. Душегубы. Как посмотрят людям в глаза? Советская власть не злопамятна. Тот, кто порвал с басмачами и добровольно сложил оружие, может вернуться к своей семье, спокойно жить и трудиться. Мы никому не мстим. Расходитесь с миром по домам. Ты знаешь, я чуть с ума не сошел. Все в порядке. Никакой чумы нет. Что в порядке? Мне все рассказали. Не надо, Вань. Я ведь сказала, что все в порядке. Сдался Курбан? Сдался. Остальные? Их встретили. Мало кто ушел.